Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вечерний обзор. Давайте результируем, чем неделя закончилась, какие произошли события и, соответственно, что можно ожидать, исходя из этих событий и далее. Так, друзья, давайте пробежимся по календарику, что сегодня навыходило. Сегодня по Германии объем розничных продаж вышел не очень позитивный. Ну, как не очень позитивный? Хуже прогноза, но лучше предыдущего значения, которое было отрицательное. Здесь налицо, то есть сейчас происходит некоторое охлаждение европейской, американской экономики. И в ближайшее время весьма вероятно эти эффекты, они только усилятся. Так, далее. Индекс производственной активности по России. PMI 49,8 меньше 50%, значит стагнация. Предыдущий был 46,5. Ну и как водится, если экономика восстановилась, то, соответственно, должен быть значительный рост и деловой активности производственной, ну и в сфере услуг тоже. Однако по России такого не произошло. Если сравнить, какие отскоки случились в Соединенных Штатах, в Европе, там он улетел там, выше 50-60. Вот, соответственно, то есть в России экономика, она до сих пор находится в стагнации. И весьма вероятно это будет продолжаться и дальше. Так, далее. Индекс деловой активности в промсекторе Германии 58,4. Был 62,6. Сейчас он вышел чуть меньше прогноза, чуть меньше. 0,1 в пределах статистической погрешности, даже с учетом педантичной точности немцев. Но тем не менее, то, что значение ниже предыдущего, это говорит о том, что экономика Германии, она начинает несколько охлаждаться. Ну, тут автомобильная промышленность, снижение объемов производства, Германия, она, в общем-то, заложник этой ситуации. Деваться от этого, увы, некуда. Так, далее, еврозона. Здесь индекс деловой активности в производственном секторе тоже он снижается. Он снижается и относительно предыдущего значения, и относительно запланированного. Но здесь энергетический кризис дает о себе знать. Он подводит к тому, что будет, соответственно, увеличиваться инфляция издержек и дальнейшая разбалансировка логистических цепочек и вообще всего-всего-всего. Мировая экономика, равно как и живой организм, это непрерывно функционирующая система, и когда в ней что-то нарушается, оно вызывает каскад явлений. Этот каскад явлений, когда проходит, соответственно, все выздоравливает и нормализуется, потому что то, что нас не уничтожает, оно делает нас сильнее. Вот. Ну, а если он не заканчивается или не проходит, это приводит к полнейшей разбалансировке и разрушению. Так, ну вот еще инфляция по Европе вышла, она вышла больше, чем предполагалось, 3,4%, предполагалось 3,3%, предыдущие 3%. Здесь, ну какой есть момент? Дело в том, что Европа, она все-таки не такая прожорливая в плане пристроить капитал. То есть если там начинают появляться дополнительные деньги, они работают не столь эффективно, как в Соединенных Штатах. Есть на это определенные основания и замеры. Соответственно, вот Европа, она медленнее кочегарится в плане инфляции, чем Соединенные Штаты. И у нее вот эти все явления, связанные с ростом, с разгоном экономики, они не столь сильно выражены. Да, она, может быть, выйдет на восстановительную прямую, чуть-чуть погодя, но сейчас на текущий момент, конечно, там ситуация, с моей точки зрения, она все-таки похуже, чем в Соединенных Штатах. У Соединенных Штатов у них гораздо больше возможностей, они гибче. Ну и главное, они больше печатают денег, и больше страны людей с большим удовольствием принимают именно американские денежные знаки. Так, друзья, еще такой момент. Вот смотрите, то, что касается вообще инфляции в Европе и в Соединенных Штатах. Инфляция здесь же, как ни крути, набирает обороты. Причем она раскручивается как спираль. Никуда от нее не деться в этом плане. Почему? Потому что идет каскадное воздействие. Сначала одно выросло, потом другое. Сырье разогнали. Сразу возникла проблема еще и в связи с тем, что переход на зеленые технологии с нехваткой газа, нефти и так далее. Следующий сектор начал возникать. Это то, что касается автомобилей и крупной техники. Они тоже начали расти. Ну, потому что нехватка комплектующих, спрос, больше предложений. Это неизбежно в любой экономической системе вызывает рост цен.
Вот. Ну и дальше на подходе недвижимость. Недвижимость выросла, соответственно, выросли арендные платежи или вырастут в ближайшее время. Ну и, соответственно, вырос налог, а налог он съедает доход, потому что во всех западных странах там привязка к рыночной стоимости идет недвижимости, соответственно, то есть с одной стороны недвижимость растет, это хорошо, с другой стороны больше платежи налоговые. Так, далее, индекс деловой активности в производственном секторе, PMI, Соединенные Штаты. Ну, как видите, в Соединенных Штатах ситуация все-таки получше, чем в Германии и еврозоне. Но здесь, опять же, ключевое отличие Америки от Европы и от большинства других стран, что она очень гибко подходит к решению всех вопросов. То есть они очень быстро реагируют, оперативно принимают решения. Ну, тут конкурентная система, это раз. И потом я вот как-то еще 2 года назад или год назад пописал ситуацию, когда у меня возник вопрос по поводу расчета заполняемости нефтехранилищ. Я написал им письмо, и они достаточно оперативно ответили, что там на самом деле не ошибка, там у них корректирующий коэффициент вводится и так далее. Все подробно расписали. Вот, ну, в общем-то, сложно представить какие-то органы, которые занимаются учетом, которые так оперативно на подобные вопросы отвечают в любой другой стране, даже в Германии. Так, друзья, вот вышли по России объем розничных продаж 5,3%, предыдущий 5,1 был запланирован 5,2. На самом деле десятые доли процента это в пределах статистической погрешности, даже там, где точно, идеально, с минимумом различных искажений считают эти коэффициенты в Германии и Японии. В других странах это вообще 0,1%, можно сказать, это ну, ни о чем такое отклонение. Так, уровень безработицы 4,4%, предполагалось 4,5%. Ну что ж, хорошо. Только что же это самое с основными ключевыми характеристиками не ICE обстоят дела. Здесь определенные моменты такие, ну как низкий коэффициент, то, что касается производственной активности и низкой безработицы. Но это не присуще для развитых стран западных. То есть там, если вот этот показатель, он такой низкий, то там ну, индекс производственной активности, он в районе, наверное, 70 будет. Ну, я к тому, что несоответствие показателей, оно указывает на то, что на самом деле что-то не совсем так. Так, друзья, давайте еще по новостям быстренько пробежимся. Так, но в Соединенных Штатах никак не могут решить вопрос с согласованием инфраструктурных сумм на финансирование вложений в инфраструктуру. Теперь появилось 2 новых аттракциона. Первый – это пролонгация долга до 18 октября, и второй – это инфраструктурные проекты. Вот. Но я думаю, все это успешно будет согласовано, потому что те, кто, ну как бы представление, оно обязано быть красочным, но если кто-то реально этому помешает из тех же республиканцев, то потом в дальнейшем он на своей политической карьере может поставить крест в лучшем случае, потому что если какая-то группа республиканцев доведет Соединенные Штаты до дефолта, ох, не позавидовал бы я этому человеку, что с ним потом сделают. Так, еще Мерк разработал какие-то волшебные пилюли от коронавируса. Но вот эти пилюли от коронавируса в ближайшее время могут придавить акции фармкомпаний, которые производят вакцину. Вот. Но здесь сами видите, то есть то, что касается лекарств от ковида, это волшебная волатильность, там плюс туда, плюс сюда 20%, заявили, там выросли на 30%, результаты испытаний открыли, что это не работает, упали на 50%. То есть здесь, в общем-то, для творчества очень много. Но с другой стороны, как бы, если компания занимается разработкой или хотя бы заявляет, что она будет вакцину от ковида делать, то есть, ну, как минимум, за такой компанией имеет смысл наблюдать и в определенный момент ее купить. Она может очень резко пойти наверх. Так, ну вот в Соединенных Штатах обратили внимание на инфляцию. Пауэлл там, конечно, весь благожелательно расплылся, что инфляция – это временное явление. На самом деле все в этом мире временно, но мне кажется, что на самом деле ее временность, она будет существенно более продолжительной, чем временность в понимании доктора Пауэлла. Но смотрите, почему я так считаю.
еще не в полной мере развернулась инфляционная спираль. То есть недвижимость, то, что она выросла, это только на подходе. Соответственно, в ближайшее время мы увидим, как ситуация она будет, ну, периодически с откатами, но она, скорее всего, будет только накаляться. И вот следующий год, это, конечно, будет очень интересный год. Это будет год возможностей. Возможно, даже эти возможности превзойдут то, что было в 2020 году. Так, ну вот, уважаемый товарищ, один из столпов Уолл-стрита, Мухаммед Эль-Эрейн, который сегодня давал с двумя другими не менее уважаемыми участниками интервью Bloomberg, считает, что спрос не проблема для экономики, проблема предложения. Но на самом деле я бы все-таки немножко уточнил. Для экономики проблема не спроса, не предложения, а их соотношения. Потому что если есть неудовлетворенный спрос, то будет расти цена. Если есть слишком большое предложение, то цена будет падать. Вопрос только в соотношении. Текущая ситуация, которая возникла в 2020 году, она привела к разбалансировке системы. И до сих пор этот баланс, он не пришел, не вернулся. Соответственно, здесь, скорее всего, ситуация она будет развиваться по колебательному контуру. Сейчас должен произойти откат, некое облегчение, и потом в следующем году мы опять увидим, как накопившиеся факторы, они выйдут на поверхность. Но, опять же, текущее мировой экономике положение дел, энергетический кризис и ряд других явлений, которые порой, ну скажем так, несколько искусственно нагнетаются и создаются, может привести к тому, что развязка она может наступить гораздо раньше той даты, когда ей было бы наступить самое время. Например, там апрель или июнь 2022 года. Вот все может случиться раньше, но я думаю, все-таки дотянут до середины следующего года, возможно, даже до осени. Так, друзья, переходя к графикам VIX, сегодня VIX чудесным образом откатился. Но переходя на недельный график, ситуация не столь радужная. Здесь, получается, пошел рост волатильности, но пока что он должен где-то в консолидационном диапазоне находиться. Но тенденция к тому, что в среднесрочной перспективе ее будут разгонять. Так, друзья, далее S&P 500, недельный таймфрейм. Вот эта ситуация, которая у нас возникла на текущий момент, она пока что не, скажем так, вышла за пределы того, что было предыдущей осенью. Есть, конечно, небольшие временные сдвиги, потому как эта модель реализовывалась в прошлый раз. Но сейчас, тем не менее, если будет удержано 4300 на закрытии этой недели по S&P, то, соответственно, следующую неделю весьма вероятно мы увидим консолидационные движения. И, соответственно, стабилизацию ситуации и, возможно, даже, кто знает, может быть и новогодние ралли подоспеет. Так, друзья, по золоту недельный график, но здесь весьма вероятно разворот и движение наверх. Переходя на часовик, скорее всего, закрытие будет вот в этом консолидационном диапазоне. Это SFD, но если COMEX посмотреть, там приблизительно такие же значения. А вот если в нашу песочницу перейти, смотрите, здесь какие сегодня были чудесные движения, аж на 1780 едва не натянули. Вот. Ну и, соответственно, здесь, видимо, стопы собрали очень хорошо. Я думаю, здесь дело было именно в стопах. Хотя, может быть, конечно, кто-то и шортовую большую заявку в рынок выбросил по рыночной стоимости. Мне кажется, это менее вероятно. Скорее всего, собрали, срезали стопы тех, кто играл против золота. И после этого спокойно движение сейчас пока в консолидационном диапазоне будет развиваться. Ну, до конца дня осталось немножко времени. Соответственно, где-то закрытие будет, я полагаю, от 1758 до 1763. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти в связи с энергетическим кризисом ожидания весьма положительные. И закрытие этой недели будет, я думаю, выше 78,5. Так, друзья, далее рубль-доллар. Сегодня ситуация немножко для рубля облегчилась, потому что здесь, ну, собственно говоря, и завершение распродаж госдолга определенного этапа, и то, что конец недели, контртрендовые движения. Соответственно, вот закрытие сейчас, я думаю, будет где-то в районе 72-77
75, 72, 75, в районе этого уровня где-то мы и закроемся. Вот. Если сейчас при его прохождении наверх пойдет объем, то может состояться движение на 72,9. Но тут страсти откипели, я думаю, вот небольшой консолидационный диапазон где-то здесь и будет закрытие. Друзья, все, основные моменты. Спасибо за внимание. Счастливо.